Армен Ашатян считает, что Николу Пашиняну не хватает опыта в вопросе карабахского урегулирования. Более того, он обвиняет премьера в манипуляциях. Ереван, 25 января, Спутник. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в вопросе карабахского урегулирования должен консультироваться не с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а хотя бы со своим предшественником на посту главы армянского государства, экс-президентом Сержем Сарксяном, или бывшим министром иностранных дел республики Эдвардом Налбандином. Об этом в беседе с корреспондентом «Спутник Армения» заявил зампредседателя Республиканской партии Армении, РПА, Армен Ашатян. В Давосе 22 января состоялась необъявленная заранее встреча армянского премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча длилась 1,5 часа. Пашинян рассказал, что обсуждались история переговорного процесса, возможности создания условий для урегулирования, существующие препятствия и т.д. Никакой конкретики при этом не было, детали не обсуждались. Комментируя последнее развитие, Ашатян отметил, что новые власти периодически дают повод для углубления опасений, связанных с карабахским урегулированием. По его словам, действующие власти с одной стороны расшатывают позиции армянской стороны в переговорном процессе, а с другой, не предлагают понятных альтернатив. Республиканец заявил, что Пашинян использовал карабахский вопрос для внутриполитических манипуляций, заявив в свое время, что переговоры не могут быть продолжены без возвращения за стол Степанакерта. Неясно, почему в последний момент в Давосе Пашиняну и Алиеву предлагают встречу, почему армянское общество должно узнавать об этом из интервью премьера российскому агентству. Где обещанная прозрачность, которой он так гордится? Что значит 1,5 часа говорили о предыстории переговоров вокруг карабахского конфликта? Неужели Алиев, тот, от кого Пашинян на 8-м месяце правления должен узнавать предысторию переговорного процесса? Почему он предпочитает получать эту информацию не от Сержа Сарксяна или Эдварда Налбандина, а от Алиева? Заявил Ашатян. Представитель правящей ранее партии считает важным информирование общества о подробностях этой встречи, а не предоставление кратких сведений в ходе прямого эфира Пашиняна через Facebook. По его словам, непозволительно, когда верховный главнокомандующий ВС обращает больше внимания на киксы членов своей команды и продолжает вводить общество в заблуждение. Мы не обвиняем его в заговоре, но очевидно, что у Пашиняна имеется недостаток в информации, опыте и знаниях.
Очевидно, что оппозиционными барабанами внешнюю политику не ведут, а карабахское урегулирование требует знаний и широкой политической консолидации. РПА и я лично поддержат правительство, которое намерено продвигать государственные интересы, но нам должны объяснить, как Никол Пашинян понимает эти интересы, сказал зампред Республиканской партии Армении. Ашотян отметил, что Пашинян последовательно и мастерски избегает содержательного разговора о нынешнем этапе переговоров по Карабаху. То же самое делает МИД страны, а парламент вообще не является адекватной площадкой, где должен постоянно обсуждаться этот вопрос. Более того, он уверен, что обсуждение конфликта целенаправленно и последовательно выводится из числа приоритетов политической и общественной жизни страны.